Всем большой привет из Мариуполя. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Галина Павловна. Галина Павловна, Да. преподаватель Математики, да? математики 43-й школы. 40 лет проработала учителем, общий стаж 51 год. В итоге осталась бомжом. Все Дом вот здесь разбито, просто все еще сожжено. за деревьями не С видно, той крыши стороны нет. идемте, глянете. Пойдемте. Пойдемте. Вы же здесь не живете, да? А здесь негде жить. После стоит полдома. Это Мирный. Мы находимся на Мирном. А здесь и разминировали? Да, я сюда уже летом несколько раз приходила. То все так заброшено, здесь не живут и Рядом живут. там все может живут. быть. Вот смотрите, что осталось от жилья. Да ничего не осталось. Да. Руины остались, вот видите. Все было в доме. Осталось ничего. Галина Павловна, а что вам говорят? Какая-то компенсация или будут Ну, подала строить? документы я. Ну, какая компенсация? Компенсация может быть, как говорится, 100 тысяч за утрату имущества. Что за 100 тысяч можно будет купить? Ничего. Ну, А если не брать компенсацию, то тогда они могут потом помочь с жильем, да, через года? Ну, там, ну, год, это два, только три. на очередь, если поставят, На очереди. на предоставление Да. жилья. А так, Но это лучше, 100 тысяч, ну, это, ничего, ничего не 100 тысяч сделаешь. это ничего, понимаете? Да, конечно. Вот. Так что пока вот Галина Павловна, ну мы вам просто сочувствуем. так. Я понимаю вас. Я понимаю. Все, можно я вас Приходить на обниму? руины. Больно очень. Очень больно. Ну, естественно, здесь не живут, живут в другом месте. Галина Павловна, ну мы вам продуктовый наборчик подаем. Да, пожалуйста. Спасибо. А здесь зачем здесь? Может быть, там тогда оставить? Спасибо. Тяжелый. Пожалуйста. Спасибо. Всего вам хорошего, держитесь. Спасибо. Ну, греблюсь как могу. Вот. Но здесь точно разминировано, да? Просто очень много осколков, Да. мусора. Дальше в дом я не хожу. Потому Не что- ходите, потому что Нет, все туда я может боюсь быть. ходить. Вот здесь, где уже ходила, здесь вот соседи помогли виноград сорвать. Вот, а Здесь так нормально, да? Ну хорошо. здесь по дорожке нормально. Вот где вот это я проходила, давайте посмотрите, чтобы вы не боялись. Ну вот по дорожке, где проторено. А вы кто? Я понимаю, что Это на Ютубе канал. Ага. Люди смотрят видео и высылают денежку. А мы покупаем продукты, Это какая вещи и организация привозим. благотворительная? Не организация, нет. Ага, вы не организация, да? Не унывайте. Ну что делать? Только это уже сама жива осталась. Вот 30 числа летел сюда снаряд, а я в соседней комнате была. Схватила вот так что-то, что могла схватить, и бегу под обстрелами. А 2 апреля все сгорело. И Дом вас был не со задело, шпалой. нет? Нет, я просто здесь не находилась, когда дом горел. Мгм, ну слава богу, хотя Не бы. задело, но потом после этого приходилось, то ногу поломала, было столько, как говорится, Вот здесь, да? да? Что вот так. Всё У меня доброго. даже нет слов. Спасибо, да. Только и того, что жива осталась. Дети разбросаны. У дочки такая же самая история. И дом, и гараж, все разбито возле 30-й школы. Тоже ничего не осталось. А мы здесь давно раздаем, вас не было, никогда не встречали, вас здесь Я нет. просто нахожусь у сестры. Это мне Валя сказала, что Да, ну говорит, хорошо. это самое, приходите, это самое. Да, но вы если будете так иногда приходить, мы будем хотя бы продуктами помогать, а там... Ну, может быть, телефон мы как-то сохранили. Я... А вот тут тетя, она ж нам собирает списки, да, и Но нам если поможет. что, это самое, я Да, приду в хорошо, любой мы момент. с удовольствием будем Мне пройти помогать. 20 минут от сестры дойти сюда. Лишь бы Хорошо. просто, чтобы я могла... Хорошо, это самое, хорошо, заранее, будем чтобы знать. поддерживать, будем, даст Бог, Спасибо. Если будем. можно, поддержите. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Светлана. Светлана. Тетя Валь, без вас никак. Они жили в центре города, квартира сгорела. На левом центре, да, квартира сгорела, ну, плиты обрушились на квартиру, как бы пострадали полностью, вещи даже забрать не можем. И это вы живете не у себя, да? в Нет, чужом это не доме? у себя, это нам люди дали ключи дома, соседка подтвердит, и мы тут Пустили, да? проживаем, Ну, да. молодцы. Хорошо. Тогда продуктовый наборчик. Мгм. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо огромное. Пожалуйста. Дай До Бог свидания. здоровья вам. А вот я тебе говорю, смотри, один прилет, второй прилет.
И вот отсюда прилет, посмотри. В один дом 3 прилета. А люди где? А нету. И здесь. Выехали. А, они выехали, да? Не погибли? Нет. Вот здесь, в этом доме. Линолеумом заделали крышу. А в этом доме, вот смотри, я не знаю, можно им дать, нет? Можно, можно. Живет мама и сын. Так. Но мамины родители сгорели, вот там я тебе говорила, же ее бабушка, дедушка сгорели, это ее родители. Работы нет, пайков есть. Как вас зовут? Дима меня зовут. Дима, вашу маму как зовут? Мою маму зовут Таня. Татьяна, ее сейчас нет? Да, Она ушла. Да. Она жила с родителями, Да. да, дом полностью уничтожен. Да. Это Димы дом, восстанавливает тоже, очень сильно пострадал. Так что мы оставим 2 набора, один для Димы, другой для мамы. Хорошо. Очень вам спасибо. Пожалуйста. Все, да? А вот первый набор, 2 пакета это один набор, и 2 пакета это второй. Спасибо большое. Пожалуйста. Со мной Павел и Эрнест. И тетя Валя. Валя, как всегда. Люди переживают, что они выглядят плохо. Вы же работаете, Я только наверное, да? вторая вылезла. Ну вот. Ничего. Завалы разбираете? Ну, разбираем, делаем, а как? Это ваш дом? Да? Да. Их дом тоже очень сильно пострадал. Это Валя, это Саша. Хозяева этого дома. Валентина и Саша. Мы оставляем один наборчик. Всего хорошего вам. Спасибо. Яночка, До его свидания. дедушка, он один, вот который в этом доме, который сам латает эту крышу. всю. А, крыша вот такая из всяких кусочков. Да, это, Это он дед. сам. Конечно, давайте. Два сына у него умерли. Эрнест, давай еще один наборчик. Бабушка погибла, да? Не, бабушка умерла своей семьей. А, своей. Ну, слава богу. Он сам, он плохо слышит очень. Саша? Нет, дедушка. Дедушка как зовут? Ваня. Дядь Вань! Дядь Вань, слышно меня? Слышите меня, нет? Не слышу. Не слышат. Ну ладно. Деда, это волонтеры, дают пайки. И это. Понял? Ага. Да. Эрнест, вот один Саша. А вам дали. Да, дали. Все, один дали, а это... Фу, Саша, говорю, Ваня. Дядя Ваня, да. Дядь Ваня. Ну мы первый раз этих людей посещаем. Да, всё. Всего хорошего вам, до Ой, свидания. говори спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Давай. Мы находимся в Мирном, Яснополянская, 23. Здесь детский садик. Был. Сейчас от него мало что осталось. И будет демонтаж. Мастера приехали. А подскажите, будет полный демонтаж? Да. Полный демонтаж. Это, кстати, мастеры не приехали с бригадой. Восстановлению не подлежит. С той стороны еще сильнее. Там вообще все разрушено. Так что идет ремонт, потихонечку восстанавливается. Я хочу немножко рассказать об изменениях в наших списках. Раньше мы помогали многим людям, но теперь у некоторых есть пенсия, есть гуманитарная помощь, это пайки, продуктовые наборы. И есть люди, у которых целые дома, есть те, у которых разрушены. Принимаю решение, я думаю, вы меня поддержите, что мы будем немножко менять списки, уходить от людей, у которых с домом более-менее все в порядке, и помогать больше тем людям, у которых дом разрушен, нет окон, дверей и всего прочего. Наша небольшая продуктовая помощь поможет им сэкономить денежку, которую они смогут потратить на ремонт. Я думаю, что это очень хорошая идея, и таким образом мы, помогая питанием, поможем им сэкономить денежку на то, чтобы они могли сделать ремонт за свой счет, хотя бы поменять 1-2 окна в комнате, где они собираются зимовать. А также у нас появляется возможность добавлять новые списки, новые районы, где мы еще не были, кому мы еще не помогали. И преимущественно те районы, которые больше всего разрушены, частный сектор. Мы будем также находить людей, которые нам помогут с адресами, и раздавать им. Как вам такая идея? Я думаю, что вы меня поддержите. А я еще раз говорю всем большое спасибо, кто принимает участие в этом деле. Владимир вернулся, у него 2 детей. Маленькие дети у вас? Там я сказал маленький, 14 год и 9. И 9. 2 детей вернулись. Пытаются восстановить своими силами. Но вам обещали что-то дать, да, из стройматериалов? Посчитали 30% разрушения, стройматериал 30%? пообещали, ну, Стройматериал мы пообещали. не надеемся, как говорится. Чего? Ну, когда это будет, непонятно все. А пообещали дать что? Окна, да? Ну, Что-то окна еще? пообещали, входную дверь и Входную дверь. по кровле все. Шифер, рубероид, балки. Ну вы добиваетесь.
Ну, Если пообещали, то нужно как добиваться, чтобы говорится, видите, у дали. меня коробка хоть стоит, а у людей вообще ничего нету. Поэтому людей, я да, как у бы них еще из вообще ничего этого не расчета. Еще Мы один. находимся на Мирном. Вот двери, понятно, что все разбитые мешком укинули. Вот еще потолок. Ну и мародеры помогли. Вынесли Ни всё, одной да? розеток нет, ничего нет. Мародеры вынесли все, говорит, и батареи, и даже Батареи, розетки вот снимают. Смотри, вот одна осталась, а остальное что снято. розетки даже поснимали. Котел снятый, насос снятый, ну все, что можно было. Все, говорит, сняли, все, одни отверстия остались. Ну, я не один, как говорится, тут Ну, понятно. все дома помогли. Владимир, ну я желаю вам удачи, Да, чтобы у вас все спасибо большое. получилось, возможности вам, чтобы все это сделать. Будем стараться. Главное, чтобы люди возвращались, и поселок налаживался. Да, не хотел в камеру попадать. Обычно хорошие люди меньше всего Да не, ну пытаются еще планы, попасть. видите, я не знаю, кто что говорит, блин, говорят, что будут все бульдозером никто там не сносить, будет. будут сносить, не будут. Сегодня садик Ерева пришли сносят сегодня. Приехала. Весь район сносить? Да ну зачем же? Все под бульдозер, мол, я не знаю. Все, говорит, сносить, Какие потому что планы, очень у кого большие никто ничего не разрушения. говорит, не делится. А ты писал заявление на... Сам будешь восстанавливаться? Или... Владимир рассказывает, что они пришли попросить стройматериал. Они сказали, что неизвестно, Ну, когда будет. Неизвестно, просто говорят, когда будет. В И этом поэтому своими силами делают и Ну, даже и не люди знают, своими силами будет стараются, компенсация если или какая-то нет. копейка, сразу перекрывать, потому что без крыши вообще никак. Ну, конечно, конечно. Но будем смотреть, как дальше будут Все дела. надеются будут на ли помощь, да. помогать. Главное, что, естественно, что не быстро и как это не от нас зависит, как распределяется это все. Ну, всего хорошего вам, до свидания, Владимир. Дедушка с бабушкой сгорели заживо здесь, да? Это кому мы сегодня уже Да, давали да, наборчики, которые да? давали наборчики, это, сгорели, собрали их остатки. Ну, теперь... Тетя Валя, говорят, что вот этот район под снос, и люди боятся устанавливать дома, Ну, потому да. что все потом снесут, да? Это какая улица? Это первый Яснополянский. Первый Сейчас я Яснополянский. поворачиваю на переулок Мирный. Охотничий. Практически все Да. дома разбиты. Очень сильно. И я также благодарю отдельно тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое. Благодаря вам я могу быть здесь и помогать этим людям на постоянной основе. Всем пока-пока.